Галина Морозова родилась 25 декабря 1963 года в Астрахани в благополучной, но бедной семье. Общительная и активная девочка хорошо училась в школе, а после ее окончания поступила в Астраханский учетно-кредитный техникум. Примерно в одно время с выпуском из техникума Галина вышла замуж за Владимира Порохникова, предпринимателя, который был старше ее почти на 10 лет. По словам знакомых семьи, между ними была та самая любовь, о которой можно снимать фильмы. На момент преступления женщина вела активную общественную жизнь, состояла в региональном совете партии «Справедливая Россия», откуда позже вышла, не раз пыталась занять лидирующие политические позиции в регионе, выдвигалась на пост депутата областной думы, сити-менеджера, губернатора Астраханской области и даже президента. Кроме этого успевала следить за дачным участком и домом, регулярно выходила с супругом в театр, а также посещала другие города. В 1984 году у них родился сын, Денис. Вслед за ним на свет появились еще один мальчик и две девочки. Как рассказывала сама женщина, с детьми ей повезло. Все четверо росли умными и воспитанными, с лихвой оправдывая надежды родителей. Но так случилось, что второй сын Владимира и Галины скончался, и семья смогла выдержать эту трагедию, сумев вернуться к нормальной жизни. В 2006 году Галина, к своему удивлению, узнала о том, что она беременна. На тот момент женщине шел 44 год, а Владимиру было за 50. Несмотря на возраст, супруги решили рожать. Уже 12-летний Александр был идеальным мальчиком, чемпион Южного федерального округа по тхэквондо, лауреат международного детского конкурса по фортепиано. Учился в кадетском корпусе и был гордостью не только семьи, но и всей области, учителя говорили про него только хорошее. Также отмечали, что Саша тянулся к матери, но той показалось, что мальчик отбился от рук. В конце 2019 года Александр познакомился с компанией подростков из неблагополучных семей. Вскоре между ними завязалась дружба, и жизнь юного кадета стремительно покатилась по наклонной. Мальчик стал убегать из дома, получать плохие оценки и употреблять запрещенные вещества. Родители, узнав об последнем, очень расстроились. Они пытались наставить сына на правильный путь, но у них не слишком-то получалось. Александр отказывался прекращать общение со своими новыми друзьями и бороться с зависимостью, а потому часто ругался с матерью. 4 марта 2020 года мальчик ушел в школу. Его отец в те дни лежал в больнице, а мать планировала отправиться на встречу с членами социалистического движения и съездить в магазин. Вернулся парень поздно, под утро следующего дня, и Галина решила отругать мальчишку, но на все крики матери Саша ответил, что уже взрослый и будет продолжать так делать. В большом доме, где все произошло, находились сестры мальчика, они ничего не слышали, так находились в другом крыле огромного дома. Мальчик ушел спать, а у Галины родился ужасный план по устранению сына. После разговора она сидела на кухне и затачивала пластиковую кисточку для окрашивания волос. Примерно в 5 утра, когда Саша уснул, Галина вошла в комнату мальчика с заточкой и гантелей, чтобы наверняка. Резким движением она воткнула острую кисть в ухо мальчику, тот просыпается от резкой боли и видит, как на него обрушивается удар 3-килограммовой гантелей, но не успел что-либо предпринять. Удары были настолько сильными, что стенка комнаты окрашивается в багровый цвет. После она подогнала свой автомобиль к главному входу, спустила за руки сына и положила на заднее сиденье. Окровавленную одежду, белье, матрац и подушку она также забрала в автомобиль. Женщина погрузила тело в подвал своего старшего сына, чуть позже начала размешивать руками цемент, опасаясь, что тело будет сильно пахнуть, если будет просто закопанным. Через 2 дня Галина, когда Денис увидел руки, покрывшиеся язвами от цемента, рассказала ему о страшном. Он помог ей полностью залить тело. Мужу и детям женщина ничего не рассказала, сообщив им лишь то, что Саша не вернулся из школы. Поскольку подобное уже случалось, они ей поверили и не стали торопиться с походом в полицию, рассчитывая на скорое возвращение мальчика. Владимир и Галина написали заявление об исчезновении сына только на следующий день, 6 марта. Новость разлетелась по Астрахани за считанные часы.
Уже к вечеру поисками ребенка занимались сотни полицейских, волонтеров и спасателей. Примечательно то, что, желая скрыть страшную правду, Галина проявляла какую-то дьявольскую изобретательность. Например, она часто давала комментарии местным СМИ, согласно которым Александра часто замечали в разных районах города, периодически указывая на рандомного ребенка с камер города и говоря, что это ее сын. Дочери тоже верили в это. Но не все астраханцы верили Галине, многие из них придерживались одного мнения со следователями, считая, что мать пропавшего школьника ведет себя, мягко говоря, странно. Вместо поисков Саши она занималась политической деятельностью, да и посты говорили о том, что ей не особо важно было его найти. На первом месте была именно политика. И в первых числах июля 2020 года женщину вызвали на очередной допрос, потом еще на один. Старший сын также был на допросе, и на одном из них, через 3 месяца после ужасного дня, во всем признался, однако позже Галина взяла всю ответственность на себя, сказав, что сын себя оговаривает. В декабре 2020 года Астраханский областной суд приговорил Галину Морозову к 14 годам колонии общего режима, хотя максимальное наказание по статье 105, части 2 УК РФ составляет 20 лет. После трагедии семья рассыпалась, как песочный замок под волной. Отец умер через год, не выдержав горя. Одна из дочерей порвала все связи с матерью, ее уход стал последней каплей. «Я не могу ее простить после папы», – тихо сказала она в интервью. Старший сын, чей подвал стал могилой для Саши, остался рядом с Галиной. Он не понес наказание за укрывательство, продолжая общаться с той, что загубила его брата.